Привет, я Странный Дядька, вы у меня на канале. Я в Актау, и сегодня фактически первый день, когда почти нет ветра. Я спешу воспользоваться этим утром этого дня для того, чтобы рассказать вам, какая в Актау замечательная морская набережная. Как только я вам сказал, что ветра нет, и ветерок начал поддувать. Не то чтобы очень страшный, но такой, знаете, может уже испортить звук на видео. Поэтому давайте-ка поторопимся. Я сейчас нахожусь, скажем, наверное, в самой широкой части набережной, которая на карте обозначена как амфитеатр. Амфитеатр она называется ровно потому, что здесь есть вот такая конструкция. Тот самый амфитеатр, видимо, на котором происходят всякие разные мероприятия. На самом деле, очень хорошее место для какого-нибудь концерта. Народу может прийти достаточное количество. Вид на море открывается шикарный. Наверняка и со звуком, и со светом тоже все хорошо. Поэтому вот такое место проведения массовых мероприятий. И дальше набережная продолжается еще на парочку километров. На всем протяжении набережной есть вот такие спуски к воде. Давайте воспользуемся наличием такого спуска и пойдем поближе к воде, посмотрим на набережную, скажем так, со стороны моря. Если спуститься с такой сходни, будем так говорить, в сторону моря, то до воды еще достаточно далеко. Видимо, уровень воды значительно упал. Я, честно говоря, не знаю, какой он, скажем так, в нормальном состоянии должен быть. Может быть, это сезонное колебание уровня воды, или просто море высыхает, или так бывает каждый год. Я не знаю. Если вы в курсе этой всей истории, если вы живете здесь, то, пожалуйста, в комментах расскажите, какой обычно уровень воды, меняется ли он от года к году, или от сезона к сезону. Возможно, летом здесь воды гораздо больше, уже до этих камней сюда не дойти. Кстати, берег здесь каменистый, и, наверное, если даже воды много, то купаться здесь, конкретно в этом месте, наверное, не очень хорошо, потому что можно очень хорошо удариться об камушки. И плюс ко всему, там видно, чуть в глубине есть такой риф из камней, об который волны бьются. То есть, по идее, если бы уровень воды был большой, то здесь была бы довольно спокойная часть моря, потому что все волны оставались где-то там. Я уже парочку раз прошел всю облагороженную часть набережной от начала до конца. Для меня начало ее на севере, там, где есть такой старый причал, на карте обозначенный как Самал. Что это значит, я не знаю. Так вот, туда я обычно приезжаю на машине и вдоль всей набережной иду до смотровой площадки, на которой стоит разноцветный осетр. Вся длина этой набережной чуть меньше 5 километров, если верить шагомеру моего телефончика. Получается, что приехал в один конец набережной, прошел туда-обратно 10 километров пешком. Это прям такая зарядка или такая разминка. По крайней мере, точно перекрывает те ежедневные потребности обычного человека, которые заявляются в количестве 10 тысяч пройденных шагов. Отличное место для гуляния. Свежий бриз с моря, солоноватый запах воды. Иногда, конечно, пахнет водорослями или нефтью, но это не страшно. В целом впечатление крайне положительное. Чтобы вам составить представление, как тянется и откуда начинается и кончается набережная, я вам покажу картинку отсюда с камня. Там находится тот причал, который называется Самал. И вдоль него идет облагороженный участок набережной. Там сделана велосипедная дорожка, которая заасфальтирована, пешеходная дорожка разной ширины, которая выложена плиткой. Очень удобно идти, очень все красиво, все освещено, стоят пальмы. Пальмы, к сожалению,
искусственные, но вид создают правильный. Вот этот амфитеатр, про который я вам раньше говорил. Ну и набережная продолжается туда дальше. Там вот есть старый причал. И туда за поворотом то самое место, которое называется смотровая площадка, на которой расположен разноцветный осетр, до которого мы чуть позже дойдем. Потому что я сегодня иду ровно в ту самую сторону. Вдоль парапета всей набережной установлены в обильном количестве, скажем так, скамейки. Причем здесь они удобные. Около каждой есть урна, и установлены они правильно. Потому что, например, в набережной в Сочи аналогичные скамейки по какой-то совершенно непонятной для здравого ума причине развернуты от моря внутрь земли. А здесь можно сесть, удобно посидеть, посмотреть на волны, посмотреть вдаль. Вот такое вот времяпрепровождение. На самом деле очень здорово сделано, мне нравится. Периодически по ходу набережной встречаются вот такие вот жанровые скульптуры, так это назовем. Они, к сожалению, не подписаны. И для человека, скажем так, несведущего в местной культуре, иногда выглядит не очень понятно. Ну, в данном случае понятно, что это тюлень или морской котик, чайки, волна. Котик сидит на какой-то там скале, видимо. Жанровая скульптура. Такая вот штука. Вот еще одна скульптура. Ну, как я понимаю, это девушка в национальных одеждах, сидящая на горбом верблюде. Тоже, наверное, эта скульптура какая-то копия какой-то скульптуры, где-то найденной, видимо, древней. Я не знаю. Вот, например, человек в национальных одеждах на верблюде. Я к своему стыду идентифицировать его не могу. Национальные одежды, верблюд, ну, наверное, здесь так принято. Возможно, это какой-то герой сказок или легенд, или просто собирательный образ местного жителя. Опять же, если вы в курсе, что означают все эти жанровые скульптуры, или где про них можно посмотреть и прочитать, добро пожаловать в комментарии. Я не откажусь, если вы мне подробненько расскажете. Кроме того, есть еще вот такие вот ротонды или беседки. Вот одна, вот там вторая. Они здесь как бы, ну, оттеняют, огораживают тот самый центральный амфитеатр. Идем дальше. Присядем на скамеечку, поглядим на море. Покажу вам, какой вид открывается с этого места. Обзор скамейки в этом коротком видео. Вот такая вот скамейка. 2 целых урны. Все это развернуто к морю. И открывается прям-таки шикарнейший вид. Если быть объективным, следует заметить, что около этой скамейки, ну, не слишком чисто. Но опять-таки, чтобы быть объективным, следует сказать, что я здесь пришел довольно рано. И, видимо, еще убиральщики не успели добраться до этого места. И это следы, так сказать, вечернего пребывания граждан. Граждане все-таки бывают разные, чуть более и чуть менее чистоплотные. В целом, скамейки прям удобные, но вот реально на ней удобно сидеть. Ровно как будто для меня сделано. Идеальная высота спинки, идеальная сидушка. Хотелось бы, правда, вот досочки, наверное, чуть пошире. Ну и, может быть, чуть помягче что-нибудь. Но это уже излишества всякие нехорошие. В целом, твердые 5 баллов. Как-то нехорошо получается. Потому что я прям все превозношу и рассказываю, что прям все идеально. Ну нет, конечно, не идеально.
есть всякие разные недостатки. Но вот на первое впечатление, как приезжему гостю, ну очень хорошо. Поскольку я очень много где был и видел очень много разного, здесь прям это верхний край приличия, потому что есть огромное количество гораздо более неприличных, будем так говорить, мест. Давайте с вами поднимемся на сам амфитеатр и посмотрим, так сказать, на площадь со стороны выступающего коллектива. Если бы, предположим, я здесь выступал с какой-нибудь лекцией о здоровом образе жизни, то передо мной бы открылся, ну, вот такой вот вид. Я не знаю, сколько тысяч народу здесь может поместиться, но площадь весьма внушающая, скажем так. И людей здесь может быть весьма и весьма много. Продолжаем наше движение. Вдоль по набережной на смотровую площадку к цветному осетру. Ну вот, например, эта скамейка, она вообще, скажем так, образцово-показательна. Видимо, на ней вчера вечером никто не сидел. И, соответственно, убирать нечего. Все чистенько и красивенько. Как я уже говорил, везде есть люди чуть более чистоплотные и чуть менее чистоплотные. Поэтому все люди хорошие, просто некоторые чуть-чуть лучше. Вы посмотрите, какой вид. Солнца, конечно, нет, но с другой стороны сейчас и освещение значительно мягче из-за этого. Волны, набегающие на берег, разбиваются об тот самый каменный риф. Камни, которые вышли из воды уже на солнце, обсохли и даже кое-где потрескались. По берегу гуляют люди, летают птицы, сидят рыбаки. И там где-то далеко-далеко вдали загадочный другой берег моря. Ну, отличное место, чтобы шикарно провести несколько минут в раздумьях о далеком и вечном. Дальше по набережной вот такая скульптурная композиция в виде ряда барельефов. Металлическая чеканка, наверное, это. Я, опять-таки, совершенно не специалист в данном вопросе. Видимо, это какие-то исторические сюжеты или что-то еще. Ну вот стоит таких 6 барельефов одиночных и один тройной посередине, видимо, рассказывающий историю казахского народа. Снова скажу, если вы в курсе, что это за барельефы, какие истории они рассказывают, добро пожаловать в комментарии, просветите и меня, и всех остальных, кто к своему стыду не знает, о чем все эти барельефы, все эти чеканки. Движемся вперед. Ну, раз уж... Да что ж такое-то у меня сегодня? Ну, раз уж я начал с вами делиться своими впечатлениями от морской набережной города Актау, наверное, стоит поделиться первыми впечатлениями вообще от Казахстана, от того, как здесь все устроено, какие здесь люди и как все происходит. Ну, во-первых, следует признаться, я в Казахстане не первый раз. Я был здесь в этом году, ну, в начале года, провел здесь не конкретно в Актау, а в Казахстане больше месяца, по-моему, или чуть меньше месяца, неважно. В общем, в Казахстане хорошо, вот прям по-настоящему хорошо. Здесь своя особенная природа, степи, скажем, даже уже, наверное, полупустыни. В общем, первое и главное впечатление от Казахстана – это люди. Ну, реально, все доброжелательные, хорошо к тебе настроенные, расположенные к общению, сразу же здороваются за руку, сразу же, ну, как-то, я не знаю, стараются тебе помочь.
отзывчивые, что ли. Ну, в хорошем смысле слова доверчивые. Вот такие вот люди на самом деле. Я здесь уже целых 15 дней, и за все время общения с совершенно разными людьми, ну, скажем так, на условно враждебных людей натыкался всего, 3 раза. Причем один раз, ну, это было, по крайней мере, объективно, скажем так, объяснимо. 2 раза не очень. В остальных же случаях люди были Ну, вот как такую некую степень доверия, например, расскажу такой случай. У нас закончилась страховка на машину, ее надо было продлить. Онлайн ее продлить не гражданин, если ты не гражданин Казахстана, невозможно. Так мне сказали на горячей линии. Соответственно, мы стали искать какой-то способ. Приехали в ту точку, где на карте обозначено было автострахование. Там такой ларечек был, он закрыт, потому что было воскресенье. Естественно, никого нет, ничего сделать нельзя. Но там был телефон женщины по имени Гуля. Мы ей позвонили. И она совершенно спокойно, онлайн, от себя из дома, через базу своей страховой компании сделала нам 2 страховки на 2 автомобиля, больше, чем на 20 тысяч тенге, не попросив с нас ровным счетом ничего, а сказала, что приедете в понедельник, туда она нам распечатает эти бумажки и отдадите денег. Ну, мы вместо этого денег просто перевели через Каспи, но все равно представить себе подобное в России, ну, практически нереально. Если ты не знаком с человеком, а в данном случае мы не только не знакомы с человеком, мы этого человека никогда не видели, и этот человек нас никогда не видел. Никто вам не сделает, ну, фактически за свои деньги действующую страховку, потому что как только она ее оформила, страховка начала действовать, и мы могли дальше ездить на автомобиле. То есть человек рискнул 20 тысячами тенге ради каких-то непонятных приезжих из другой страны. Ну вот. Ну и некоторые обязательно скажут, опять вот это вот елей, опять вот эта вот бочка меда, а где же деготь? Ну, деготь есть, понятно. Вот мое предыдущее видео, которое вышло на канале по поводу того, как россиянин получал ИИН в ЦОНе, в Казахстане. Если не видели, вот здесь подвешу ссылочку, посмотрите. Так вот, под тем видео в комментариях очень много было казахстанцев, будем так говорить, которые насовали мне всякого, что типа зачем приехал, доезжал бы ты отсюда, без вас так было хорошо, а с вами стало так плохо. Ну, да, я понимаю, некоторый стресс от ситуации присутствует, от того, что понаехали толпы, и не все себя ведут правильно, и многие как-то привыкли себя слишком высоко поставлять, так скажем, и многие привыкли общаться через губу. Ну, со своей стороны могу заверить, что это точно не я. Я всегда с уважением отношусь к местному населению, к местным традициям, к местным законам, потому что, ну, ведь я гость, и гость я должен быть хороший, а следовательно, я должен уважать хозяев. Тем более, если хозяева так хорошо ко мне относятся. В общем, несмотря на некоторые отдельные личности, в целом, по первому впечатлению, народ в Казахстане вот такой. Ну и вот, не успел я дойти до конца набережной. Ну, вернее, я уже успел. Я дошел до Цветного Осетра, до смотровой площадки. Только вам я это все не покажу. Потому что мой любимый телефон старинный глюканул. Что-то произошло то ли с объективом, то ли с камерой. Ну, короче, все остальное видео вот с этого момента, оно все размытое. Там, в общем, размытая картинка и звук. Ну, поэтому показать вам особо нечего. Ну и плюс ко всему, обнаружил-то я это все уже только тогда, когда уехал с набережной, когда собрался монтировать все это дело. Поэтому набережную я вам покажу в другой раз. Получился такой странный видосик, в котором я начал рассказывать про набережную, показывать вам набережную. Потом в середине переключился на свои впечатления от Казахстана. Успел рассказать только об одном впечатлении. От народа. И на этом как бы все. С другой стороны, да и бог с ним. Пускай так и будет. Будет такой вот обыкновенный сумбурный влог. Один день, скажем так, из жизни релоканта россиянина в Казахстане.
Почему бы нет? Будет повод сделать еще 2 дополнительных видоса. До конца вам показать набережную Вактау, показать Вактау другие интересные места. Ну и до конца сделать отдельное видео по поводу своих впечатлений от моего пребывания в Казахстане. Ну а пока, спасибо, что досмотрели до этого места. Спасибо, что подписались на канал. Спасибо, что включили уведомления, колокольчик. Спасибо за ваш комментарий, за ваш лайк. Отдельное спасибо. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Приходите еще. Будут еще клевые видосики. Ну а пока.